Всем привет, дорогие наши друзья и гости нашего канала. У нас на данный момент уже глубокая ночь, все уже отдыхают, девчонки уже тоже давно ушли спать, разбежались по своим местам, а я на кухне. Нам в комментарии вечером было свободное время, зашла, прочитала, и нам наша зрительница написала, что кашель, заварите лавровый лист и гвоздику. Поэтому пока закрутилась, завертелась, приготовила, но не заварила. Сейчас я буду ее заваривать и хочу попить хотя бы немножко, потому что, кашель, он никуда не уходит. По этому поводу мы не унываем, все будет хорошо, все будет нормально. И пока буду я пить эту настойку, или как она там правильно называется, в общем, это лекарство, почитаю ваши комментарии. Вам желаю отличного настроения, всего вам самого наилучшего. Да, видео выпустила, выговорилась, наверное, все, что вот накопилось. Я, конечно, старалась это все корректно. Я о многом умолчала. Как-то это все старалась более сделать мягче, но все равно где-то местами саму себя, даже когда видео я пересматриваю, я понимаю, что вот-вот моя планка, то есть она поднимается, и я ее стараюсь обратно приспустить немножко на землю, можно так выразиться. В тишине, в ночи хожу, брожу тут по кухне. В общем, все будет хорошо. Мы двигаемся вперед, у нас очень много дел, очень много решений, поэтому унывать нам некогда. Выговорились, опустили ситуацию и вперед с песней дальше пойдем. Надо еще компот убрать. У меня компот стоит сливовый. Надо в холодильник убрать, иначе, потому что на кухне тепло, и во всем доме тепло, печку-то мы продолжаем еще топить. Раньше топили 2 раза в день, утром и вечером, и сейчас мы протапливаем только 1 раз в день. Погода такая, что более-менее уже нормализуется, но из-за ветра все равно чувствуется, что вот дома немного так прохладно, если только слегка протопишь печь. А так все, в принципе, нормально, тепло. Я тут уже, в принципе, я ночнушки тут, платьюшке своем любимом таком горошке, и одела кофту, чтобы, записать немного, поболтать. В общем, пойду я делать этот напиток от кашля. Огромное вам спасибо за этот совет. Я припоминаю, что кто-то нам писал в комментариях, иногда не все успеваю делать скрином, не все успеваю переписывать. И потом, когда ролики дальше продолжают выходить, другие советы нам пишут, другие комментарии, то есть какие-то там тоже пожелания пишут или какие-то рецепты, это все постепенно уходит. Когда мне что-то прям сильно нужно, и я вспоминаю в каких-то роликах, наши зрители нам писали там советы, рецепты, или по поводу лекарств, или еще что-то, я начинаю искать. Я начинаю по комментариям этим смотреть, искать, думаю, где-то же видела. Сразу, когда не сделаешь, откладываешь на потом, и все, и это потом может вообще не произойти. Но все равно я иногда возвращаюсь. В общем, опять много я с вами болтаю. Буду делать настойку, прибирать на кухне и уже ложиться отдыхать. Вам еще раз отличного настроения. Смотрите, какой у нас будет влог и чем мы в нем будем заниматься. Приехали мы с Сашей на рыбалку. У нас суббота. Саша говорит, включай скорее камеру. Там утки сидят. Две штучки красивые такие. Сейчас постараюсь подойти поближе. Все, конечно, тут загажено. Мы с ребятишками сюда приезжали. Вот они. Я вас сейчас хлебушком покормлю. Привет! Привет! Поплыли. Блин, они вообще бесстрашные. Ну, поплыли. О, солнышко выглянуло. Ага. Тишина. Ну, вот там тучи ходят у нас. Дождь сегодня обещает. Вон сколько уток. Они бесстрашные вообще. А я пакет бросила с червями, с хлебом. Саша говорит, камеру скорее включай.
Как мне туда поближе подойти к ним? Надо их хлебом покормить. Марина, Ау! Что ты? привет. Ну, плита шатается аккуратно. Здоровайся с нашими зрителями. Я ночью здоровалась, когда вы все спали. Здесь вот Лебединое озеро, ярмарка, которая проходит в Кропоткине по воскресеньям каждый месяц. Последний месяц, последнее воскресенье месяца. А, в смысле, прям по речке? Ну, цикла сколько там? Мы машину вон там остановили, поставили. И сейчас возьмем с Сашей все свои снаряжения, удочки и пойдем рыбачить. Нашли место. Тут, конечно, камышом все заросло. Когда сюда последний раз приезжали, здесь совсем все было по-другому. Андатра не успела заснять. Не успела? Может, еще... Где она? А вот сюда в траву забежала. Да? Саша говорит, андатра тут еще была. Вот сюда вот забежала. Толстая. Она вот здесь прям бегала. Вон, видишь, вода мут. Угу. Ну, может, еще встретиться. Ага. Успею снять момент. Чего ты думаешь, где будем рыбачить? Вот здесь, наверное, я думаю. Здесь? Не, я пойду на ту сторону. О, утка наша полетела. Это не наша утка, ты что? Наша утка говорит. Ну что-то вода слишком чистая. Ой, смотри, летают. Ага. Красота. Вырвались мы с Сашей на часок, на полтора где-то так. Вода чистая, сильно не будет рыбы. Не будет рыбы. Отдохнем немножко, поболтаем с ним, посидим, подумаем, порыбачим и поедем домой. Дома все хорошо. А завтра мы пойдем на ярмарку. А завтра, да, нам надо бройлеров купить маленьких. Ну, этих суточных. Если мы не найдем на ярмарке, то будем искать по объявлению. 1,5 месяца, короче, и мы их на мясо. И на мясо. Саша, едем, я ему говорю, ты мою маленькую удочку взял? Мы еще когда были в Омске, он не хотел мою удочку забирать сюда. И я все равно упертая на поезде ее с собой притащила. Это что ты делаешь? Сидушку? А, какой добытчик. Ой, ветер. Ну, ярмарка сегодня работает, машины стоят. Но мы в таком вот, в рабочем виде. Поэтому мы на ярмарку сейчас не пойдем. Саша расположился на той стороне. Машину подогнали чуть ближе. Там тоже уже девушка с ребенком и с папой расположились порыбачить. А я на этой стороне. Там люди отдыхают. Компанией большой. Здесь вот уже свою удочку распаковала. Червя дела. Вот он. И здесь червей на огороде мы своих накопали. Юля пошла нам накопала. А еще Саша сделал хлеб с этим рыжиковым маслом. Смешал. Водичка какая. Что дать? Червячков тебе дать? Сейчас. Лебеди вон там плавают. Попозже схожу, поснимаю. Но что-то их очень-очень мало. Раньше их намного больше было. Закинула удочку. И в тишине стою. Мысли в кучу собираю. Здорово. Давно мы не ездили на рыбалку. Неважно, поймаем мы, не поймаем. Но отдохнем, это точно. Мне нравится наблюдать за поплавком. Особенно, когда первый поклев начинается. Вот это вот поддергивание, когда отдает в удочку, что там кто-то цепляется. Я люблю это вообще. Мы с Сашей, когда на рыбалку выезжаем, и начинаем с ним соревноваться, кто сколько поймает. Если маленькие совсем ловятся, мы их всегда отпускаем. То есть посчитали в копилочку, забросили
И отпустили. Ветерок небольшой присутствует, поэтому озеро неспокойное. Я одна здесь, на этой стороне. Саша там с мужчиной разговаривает. Сейчас повернула, покажу. А тучи такие вот, уже скоро дождь будет. Саша колесо себе перетащил под сидушку. Ну, как дождь начнется, так будем собираться. Потом еще на одно озеро заедем, которое у нас там рядом с нашей станицей. Туда заедем. Мы там один раз тоже были, там змея была большая такая. Она так долго в камышах шипела, а потом как вылезла, я быстрее в машину. Водичка так. Утки плавают, то на перегонки тут летают. А вон там вообще много-много очень детишек. Саша говорит, лагерь что ли какой-то. Отдыхают. Красотища. Красота. Там Сашин поплавок. Я перешла уже на его сторону, потому что у меня там сильные волны. Саша сидит, а там прям сильный ветер поднялся. И все, и озеро неспокойное. Много очень деток гуляет. Пойду дальше, пройду, посмотрю. Может, там утки есть поближе. Вот они. Не боятся. Привыкли уже, что люди их подкармливают. Какая красота. Поплыли, поплыли. Раньше здесь было очень-очень много лебедей. Мы даже видео снимали несколько раз. Уток сейчас намного больше, а лебедей я только встретила 2 около камыша, на той стороне плавают. Ни забот, ни хлопот. Плавают, кушают. Красота. Саш, как настрой? А? Не мешай мне. Не мешать? Я чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Колесо вот так поставил и сидит на нем. Доволен? Стульчики не взяли, да? Да. Да мы на пробу выехали просто на полчасика, на часик. На 1,5. Ну, на 1,5. На 1,5 часика. Там, кстати, андатра. На следующей неделе уже там 23-24 градуса придет. А я вчера в ролике говорила. И вот, и все, и там уже хорошо пойдет все. Надеюсь. Но мужчина здесь подошел, сказал, что здесь ловится. Я уже знаю даже, куда мы поедем. В прошлом году мы туда не съездили, а в этом году поедем со всей гурьбой нашей. Гурьбой? Всем цыганским табором. Да. А это? Это недалеко, это вот здесь вот рядом. Ты мне скажи, что мужчина тебе сказал? Какая рыба здесь ловится? Щука, плотва. Щука, плотва. И красноперка, и
И еще кого-то. И еще кого-то. Но он и сказал, что как потеплеет, так вообще хорошо будет. А вон там? А Вот. на той стороне, вот где ты сидела, там, Ага. он говорит, хороший карп и сазан хороший идет. Так, все, я пошла обратно. Я пошла обратно. Там накидали хлеба уткам, а вот андатра все сюда перетащила. Не могу ее Это поближе. не андатра, а крыса, наверное, большая. Крыша? Ой, Крыса. крыса. Крыша. Крыша, говорю. Ай. Здорово. Саша с утра у нас уже поработал, у него вечером заказ. Саша пассажиров утром увез, и вечером в 5 часов ему нужно поехать. Нет, я съездил 3 часа, поработал, потом заказ попался как раз к нашему дому. Вот. И вот я их довез до нас. Все. И потом вечером их надо будет обратно увезти. Вот так вот. Вот так. Саша сегодня с утра такой заказ интересный выполнял. Еще не было 8 часов утра, он ездил с пассажирами искать пылесос. 8 утра, ну, не было. О, там такие люди были. Подарок срочно нужно было купить теще. А то теща выругалась. Вообще весь Гулькевич обмотали. Иногда интересные пассажиры попадаются. Ага. Всё, не гунди, тихо ты. Чё? Ну, Клюет? ну что-то тихо. Вон у тебя что-то сколько упал. Ладно, репортаж закончили. Порыбачили мы с Сашей где-то 1,5 часа. Ничего мы не поймали, поклевок практически не было. Ветер поднялся, и мы с Сашей немного отдохнули, посидели с ним, поболтали и поехали домой. По пути мы заехали на заправку. Газ у нас 26,80. А когда ехали со стороны ярмарки, вот где в Кропоткино, там заправка 26,20. Но Саша туда не стал заезжать. Сейчас здесь заправимся и поедем уже домой. Сказал, на другое озеро заезжать не будем. Сейчас домой приедем, покушаем, он немного отдохнет и уже поедет снова работать. А я займусь домашними делами. Надо подготовить, ну, в принципе, школьная форма готова, портфель собран. Дима завтра в парикмахерскую, Ярослав, Саша. Все подстригутся, в общем, помоются, поброются, и все. И неделя у нас начинается уже. Учеба и какие-то дела такие, связанные с документами. Всем огромное спасибо. Читала я ночью ваши комментарии, утром читала. Я не отвечала на комментарии. Где-то сердечком нажала то, что я прочитала. Спасибо всем огромное. Читала ваши слова поддержки. Читала ваши какие-то моменты из жизни, какие-то истории. У всех разные судьбы, у всех разные жизненные пути, но при этом они остаются людьми, остаются золотыми людьми, с большим и чистым сердцем. Огромное вам спасибо. Желаю вам крепкого здоровья и всего-всего вам самого наилучшего. Всем привет. Всем привет. Собрались мы тут на кухне. Каролиночка уснула. Юля ее укачала в своей кроватке. Мы приехали, как раз она уже засыпала. Покушали с Сашей. И сейчас мы будем заниматься томатами, потому что вчера у нас руки с Юлей не дошли. На эмоциях такие все как-то это. Зашли мы с Юлей с улицы, попили чай. Много болтали потом. Одними другими делами занимались, а до томатов у нас руки не дошли. Заезжали мы с Сашей, покупали землю. Вот такой вот пакет стоит 115 рублей. Достали с подвала, принесли стаканчики, которые у нас были в прошлом году. И наши томаты. Так, что-то у меня с телефоном тут камера не хочет. Вот так. И томаты наши вот так вытянулись. Я сейчас хорошие выберу, остальные все уберу. Ну, в принципе, томатов у нас достаточно всходит. Еще разные сорта будем садить, поэтому жалеть я не буду. Выберу самые такие, которые плотные, толстенькие, которые вот такие вот уже поникшие. Где-то задели их на подоконнике, поэтому их я буду убирать. Приготовила здесь вот из-под суши чашечки, разорвала. Сейчас я отсюда достану.
сюда выставлю и в стаканчиках уже землю. Почему у нас покупная земля, а не с огорода? Мы с Юлей набрали, обработали землю, а там столько разных жуков, столько разных этих муравьев. Землю эту мы не стали ее вообще никак использовать. Пошли обратно, высыпали там на заднем дворе. Ярослав у нас тут играет. Башню строит, да? Осталась одна еще. Одна еще осталась. Ну давай. Стаканчики, помните, подписывали их? Помните? Да. Приклеивали и подписывали. В прошлом году это было. Ладно, сейчас Ярослав будет у нас насыпать землю в стаканчики, а мы с Юлей будем доставать томаты и будем их пикировать. Это томаты, Дебарау розовый, который вырастает очень высокие. Но я думаю, что мы палками там в тени, когда посадим, большие палки возьмем, привяжем, и пусть они стоят. Так что вот. Приступаем? Приступаем. Приступаем. Юля с Ярославом уже открыли землю. Я нашла такую баночку. Нет, эта баночка, знаешь, из-под чего? Помнишь, мы салат покупали? Ты просила оставить эти стаканчики. И все. У меня есть торфяная же вот эти таблетки, которые, ее туда можно опустить и посадить салат, семечку. И оставить. Пусть посмотрим. Осталось? Ну да, у меня еще есть. А вот, можно я сегодня посажу? Ну, посадишь, сажай. В общем, достала здесь наши томаты. Правда, они очень-очень высокие. Вот сейчас будем с Юлей тут выбирать. Хорошенькие, плотные такие выберем. Маленькие я, конечно, не буду выкидывать. Просто в один стаканчик их посажу и посмотрим, какие еще более сильные будут. Какие еще более-менее останутся, подрастут. Потому что у нас очень много томатов. И у меня дома не настолько много места. Это была бы теплица, было бы удобней. Вынес эти ящики, а дома у нас не настолько много места, чтобы наставлять этих ящиков. Ярослав, не так! Над столом. Вы сейчас там столько земли насыпете. Вы чего? Я ж мешок специально подстелила. Это Рося. Ага, Рося. Кто-то звонил у нас там. Рося. Рося. Это мы Ярослава в детстве маленьким, когда он был малюсенький, еще года ему не было, мы его Рося звали. Это старинное имя. Давай, молодец. Помощник Дима у нас читает. Дима у нас читает. Он уже почти наизусть все знает там эти, что в азбуке задавали читать. Все уже выучил почти. Так. Процесс идет полным ходом. Здесь палочки попадаются. А мы сейчас убирать будем. Попадаются. Ну все, я приступаю. Приготовили мы здесь пиццу 5-минутку. Вторая вот приготовила у нас тарелочку. Вторая готовится. Юля у нас нажарила драников. Каролиночка у нас проснулась, только пришла. Сходила, пописала на горшочек. Мама занята, она с бабулей сидит, еще не одевалась, да? Она сонная еще. Сейчас вторую пиццу подготовим и будем садиться чай пить. Надо еще в компот сходить взять. Вишневый достать. У нас там вишневый компот еще есть. Черешню как-то не очень пьют. Грушевый тоже не очень. А вот вишневый прям за милую душу. Да, Кароль? Что хотел сказать? Что-то хотела сказать, но ты перебила. Мама перебила своей болталкой, скажи, да? Ладно, не буду тебя смущать. Вторая пицца у нас уже подошла. Первую мы разрезали, все кушают. Мы здесь смешали 2 разных сыра. Ну ничего, хорошо расплавился, да? Еще бы. Первый сыр мы подумали, что вдруг плохо будет плавиться. Ну ничего, не подвел. А Каролина у нас драник кушает. Первую пиццу скушали, а Оля сходила, достала компот и достала у нас сливовый. Сейчас открыли, никто пить не стал, я себе стакан налила, Саша чуть-чуть попробовал. Да, сейчас мама тоже будет с вами.
Только я буду компот с пиццей. Не хочу чай. Приятного аппетита, доченька. Спасибо, мама. Пожалуйста. Но пицца обалденная. Тесто тонкое, ну, там вообще соли нет в этом тесте. Саша сейчас нарежет на треугольнички. Ярослав, ты чего замер? У мамы вспышку на телефоне увидел. Я камеру включила, он так сразу смотрит на нее. Ай, да потому что на кухне пасмурно, а я поэтому и включила подсветку. Мы здесь уже закончили томаты наши пересаживать. Да, Ярослав? Да. Да. А я хочу посадить кое-что еще. Ну, мы сейчас за кадром все это сделаешь. А в следующем ролике уже покажем. Здесь вот выбрала, которые более-менее, и посадила пока в этот стакан. Они немного еще подрастут, и я уже тогда их пересажу. Эти сейчас мы прольем томаты и поставим на кухне на подоконнике. Ярослав, будешь мне помогать составлять, правда? Что, в глаз что-то попало? Да нет, А что? ресница там. Что у нас с камерой? Ресничка? Да. Потому что у тебя длинные реснички. Все, достал? О, сдул. Давайте в этом ролике мы будем прощаться с нашими зрителями, Давай. убирать, наводить порядок, поливать нашу рассаду, чтобы она у нас росла. Ну, хочет растет, хочет не растет. Как всегда мы это говорим. Спасибо большое, кто нам в комментарии об этом написал в прошлом году еще. В этом ролике мы с вами будем прощаться. Увидимся мы с вами совсем скоро. Спасибо всем огромное за поддержку, за добрые слова, за все вам огромное спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.